Здравствуйте! Сегодня я покажу вам новые жуткие видео, которые смогут вас напугать. Давайте начнем. Первоисточник этого видео неизвестен, но запись наводит ужас даже без этого. Все начинается с того, что группа мужчин заглядывает в канализационный люк. Человек, который ведет запись, начинает подходить к люку, и дальше происходит это. ¿Nos devolvemos? Créame que Por yo no favor, me hubiera espérate, llamado, ¿cuánto? no hubiera visto algo. Es que yo iba pasando por acá y esa vuelta está destapada. Obviamente No, siempre esa vuelta. no, Usted esa vuelta y- ahí en la parte al... ¡Perro, se lo vio! Неожиданно из люка появляется чья-то голова. Можно заметить, что цвет кожи у нее белый, и глаза, похоже, полностью черные. Автор, увидя это, в ужасе убегает. Что это могло быть, остается загадкой. В час ночи водитель этой грузовой машины ехал по дороге, которую многие стараются избегать и выбрать другой маршрут. Она считается проклятой, потому что те, кто часто там проезжают, попадают в аварии. Другие же, напротив, видят довольно странные вещи. И этих необъяснимых явлений становится только больше и больше на этой трассе. Например, водители грузовых машин видели странные полупрозрачные фигуры, которые стояли у обочины дороги и будто ждали, что их кто-то подберет. Автор этого видео издалека заметил что-то около обочины. Он был наслышан об этой трассе, поэтому сразу достал телефон и начал все снимать. Полностью белая фигура сидит на корточках возле дороги. В какой-то момент фигура чересчур резко поворачивает голову в сторону камеры и вытягивает свою руку с слишком длинными пальцами. Эти все действия, по мнению мужчины, не похожи на человеческие. И он уверен, что это было какое-то жуткое существо, отдаленно напоминающее человека. Более того, мужчине показалось, что существо что-то ело возле обочины. Но что это было на самом деле, как всегда, решать только вам. В Перу есть один очень большой торговый центр. Он широко известен тем, что в нем часто проводят различные концерты и развлекательные шоу для детей. Но и в таком месте порой происходят страшные случаи. В 2016 году девочка по имени Валентина играла рядом с фотокабиной, но рядом с ней оголенный кабель касался металлических перил. Девочка задела перила, ее ударило током, и в итоге она умерла. Со временем в области рядом с фотокабиной работники точек начали замечать странную активность. Это видео было снято ночью камерой видеонаблюдения в магазине одежды. И вот что попало в кадр. Фигура, похожая на детскую, очень быстро бегает между примерочными. Работники уверены, что это был дух той самой девочки. Ночью в торговом центре, по их утверждениям, не могло быть детей, а их магазин был закрыт на замок. Известная аргентинская певица Химена Баран была в гостях у своей хорошей подруги. Но то, что случилось далее, сильно ее удивило. Певица сидела во дворе, как вдруг резко встала, утверждая, что кто-то потянул ее за плечо. Но, естественно, за ее спиной никого не было. Хоть ситуация и кажется обычной, но это только на первый взгляд.
Просмотря кадры с камеры видеонаблюдения, две женщины были в ужасе. Если вы присмотритесь, то увидите что-то похожее на пальцы, которые и правда прикоснулись к плечу Химены. С первого раза это трудно заметить, но если поставить видео на паузу в нужный момент, то вы сможете это разглядеть. Самое жуткое, что певица стала сразу после появления этой руки на ее плече. Был ли это на самом деле призрак? Пишите свои комментарии на этот счет. Мужчина по имени Бобби живет вместе со своей маленькой дочерью. Все началось с того, что он начал слышать в своей квартире странные звуки. Сначала он не придавал этому особого значения, но звуков становилось все больше и больше, и в конце концов их стало невозможно игнорировать. В конце Бобби решает записать одно из таких событий на видео. И вот что из этого вышло. Oh, what the f was that, man? Yo, this. F this. Жуткая активность в доме с каждым месяцем стала только усиливаться. И вот одно такое видео: в момент записи мужчина находится дома один. Nah, get out of here, man. Hello? Это еще не все. Вот что случилось в комнате дочери совсем недавно. It always gets crazy when I'm here by myself. Or when my daughter's sleeping. But, see? I told you. I want her piano again. Hello? See, there's her piano. Don't mind her room. She has so many damn toys. We gotta clean up like every day in here. Hello? But at least y'all caught that part. Yo. No, I'm good. No, I'm good. Shut that. I'm telling you, every time I'm here by myself, man. See, look, her piano's still going off in there, man. Игрушки в комнате дочери начинают сами по себе включаться таинственным образом. Активность в доме только усиливается. Иногда мужчина снова появляется в сети и публикует жуткие события в своем доме. Он не знает, как с ними бороться и что ему дальше делать. Это происшествие случилось с девушкой по имени Кейтлин. На момент снятия ролика она вынуждена была находиться дома из-за серьезной травмы, а точнее из-за перелома шеи. Пока она пребывала там, с ней произошел один очень жуткий случай. Когда это случилось, дома из родных никого больше не было.
Жуткие звуки с первого этажа и шаги кого-то за пределами комнаты очень напугали девушку. Но потом две двери одновременно открылись, а дверь в кладовку захлопнулась. Вся ситуация ужасно ее напугала. При проверке дома на следующий день выяснилось, что все окна и двери так и были закрыты всю ночь, и никто не мог пробраться внутрь. Но вот что случилось несколько дней спустя. Ситуация повторяется. Снова открывается дверь кладовки и затем резко закрывается. Все это очень напугало девушку, и ее реакция за кадром во время происшествий похожа на настоящую. Сейчас девушка живет в другом месте, и больше странностей в новом месте с ней не происходило. Парень по имени Гэс очень любит природу, поэтому делает видео про походы в Англии. И в этот раз мужчина пошел глубоко в лес, в котором люди замечали довольно странные вещи, в том числе полупрозрачные фигуры людей. Гэс много наслышан об этом месте, но, по его словам, в тот момент это его не волновало. С наступлением ночи ситуация кардинально меняется, и мужчина успел пожалеть, что вообще пошел в это место. Nope. 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 Hello? 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 После этого мужчина решает немедленно покинуть это место. Эти странные звуки были похожи на плач, по словам мужчины, и доносились будто вокруг него, а не из одного конкретного места. И это точно была не его собака. Сама собака тоже выглядит встревоженной. Она постоянно смотрит в лес на что-то, будто не может разглядеть. Мужчина думает, что это был призрак женщины, с которой, как он считает, случилось нечто ужасное в этом лесу.
На сегодня вот и все. Как всегда, никого не убеждаю верить, и каждый все решает для себя сам. До новых встреч!